Танка Classic почти все готово к вайпу. В этом ролике мы рассмотрим все последние новости игры. Орех расскажет, как продвигается работа. Я покажу вам новые скриншоты Legacy карты и удаленные карты, которые Орех уже добавил в классику. А также Орех ответит на очень интересные вопросы для всех. Первое, это почему так долго разрабатывается классика. Через 2 месяца уже будет ровно как 2 года прошло с момента анонса этой игры. И почему бы просто разработчикам не взять свою же старую готовую версию на флеше и выпустить ее в релиз. Я всех приветствую на канале, сейчас мы все это дело будем рассматривать. С вас, друзья, попрошу, как обычно, поставить огромный лайк на это видео. На канал подпишитесь, если еще не подписаны. В танки онлайн, если играете, ставьте лучший тег создателя контента ник 10, настройка вашего аккаунта. А также, друзья, просьба подписаться на телеграм-канал, ссылочка на который есть в описании. Там информация появляется намного раньше, чем на YouTube-канале. Ну что ж, давайте рассмотрим последнюю актуальную обстановку в классике. Но мы не будем сегодня ничего проверять, как у нас работают звонки, как они не работают, потому что мы это каждый ролик делаем. И в этом ролике, кстати, звонки вроде как нормально создаются, но не суть. Почему мы не будем этого делать? Потому что обновы никакой не было, все осталось на одном и том же месте. Но вроде, кстати, в этот раз звонки нормально у нас создаются. Вот, самый первый момент, друзья, вот в чате у Ореха спросили, как дела, Орех, как продвигается работа. Он ответил, что 98 карт из 198 они уже выгрузили в классику. И как только будет финальное обновление свайпа, там у нас будут присутствовать все 198 карт. Что именно за карты, пока не уточняется, но я предполагаю, что это и Legacy карты, это все удаленные карты, это измененные современные карты в Legacy графике. Просто кто помнит, Legacy карт будет около 50 штучек, а теперь уже тут цифра 198, друзья, вы вдумайтесь. 198 карт, я думаю, тут в классике будет очень интересно с таким обилием различных игровых локаций. Что это за карты будут? Почему я вот предположил, что это удаленные? Потому что сейчас мы рассмотрим с вами скриншоты, которые Орех нам показал. Вот смотрите, первый скриншот. Первый скриншот — это карта депо называется. Может быть, кто-то ее застал. Я лично не помню этой карты. Возможно, эта карта удаленная, либо она какое-то время существовала, может быть, она была тестовая. И вот это одна из 198 карт необычных, которая будет добавлена в классику. То есть похожие карты будут присутствовать в игре. Я надеюсь, что какое-нибудь крушение добавит, кто играл там в танки онлайн 2.0 в свое время. И различные другие старые карты, которые вот вы вспоминаете, они все будут в классике. Даже если вы их в первый раз видите, они будут здесь. Кстати, прикольно эта карта выглядит. Будет интересно на ней покататься. Вот просто стоит поменять карту, отличающуюся от стандартных там всех версий карт, да, и сразу классика по-другому ощущается. Карты очень сильно влияют на восприятие игры, поэтому я считаю, что это очень важно и нужно для классики. Плюс не забываем, что классика будет существовать без обновлений, когда она выйдет. Новый контент, в том числе карты, добавлять уже не будут. Поэтому такое обилие, как 198 карт, это очень круто. Я думаю, что нам этих карт надолго хватит. Вот, вторую карту Орех показал Legacy Polygon. Как видите, здесь немножко полигон видоизменен. Возможно, это какая-то версия полигона 2 или полигона 3. Я просто не помню, какие были полигоны. Но, по-моему, было несколько разновидностей карты полигон. Хотя да, друзья, что-то я перепутал. Я уж себе надумал, просто я смотрю на эти текстуры. Эмоции берут свое. Но нет, это кажется все-таки карта, да, с матчмейкинга переделанная. Но вот такие карты, которые у нас в танках онлайн присутствуют с новой графикой, здесь тоже будут в этом списке из 198 карт, как я понимаю, в графике Legacy. То есть можно будет любую версию карты выбрать, тот же полигон, да, и выбрать Legacy версию новой карты, Legacy версию старой карты. А вот по поводу полигона 2, я думаю, что эту карту, ну, Орех тоже добавит, потому что, помните, я спрашивал у него по поводу плато старого, на что он ответил, что плато старое и плато 2 старое тоже будет добавлено в классику. Как это будет все отображаться, посмотрим, но Орех говорил, что это будет как тема для карты. То есть, если мы берем полигон этот, вот при создании битвы мы выбираем в поиске полигон. И вот здесь, где тема, мы выбираем тему, там, допустим, Legacy полигон, Legacy матчмейкинг полигон. Или у нас, подождите, у нас полигон ММ тут вообще есть? У нас полигона ММ-то нет здесь даже. Но я так понимаю, добавят, значит, полигон ММ, и там уже можно будет выбирать версию карт, потому что, допустим, если выбрать песочницу, да, можно будет выбрать песочницу Legacy здесь, стандартную, а можно будет песочницу матчмейкинг Legacy выбрать. Вот как и вот Барду ММ, да, берем, тоже можно будет выбрать скин Legacy на карте и даже матчмейкинговой. Теперь, друзья, что касается ответов на самые интересные
интересные вопросы. Почему разработка классики так долго происходит? И почему бы разработчикам просто не взять версию с флешплеера и использовать ее? На что Орех нам дал новые ответы. Ну как, новые и старые ответы. Ну и вот вопрос Ореху задавали: а почему вы просто не возьмете из архивов старую сборку на флеше и не доработаете ее до идеала и перенесете на флеш? На что Орех отвечает: я столько раз отвечал почему, что уже устал отвечать. Если коротко, то вот это все оно и есть. Доработка и перенос на HTML. То есть Орех говорит, что вот оно. Сейчас они как раз с этим и занимаются, пытаясь довести версию со старого флеша с переносом на HTML до идеала. И да, он говорит, это настолько сложно делать. Кто вот считает, что это просто, почему так долго все, Орех говорит, что это не просто, и это все долго, и им тяжело это делать. И, друзья, наверное, ответ на самый интересный вопрос: почему медленно, почему не быстро игра разрабатывается? Орех дал следующие ответы. Вас они, наверное, удивят. Вопросы, почему медленно и почему не быстро, всегда будут получать один и тот же ответ: потому что, Орех говорит. Про то, что люди ждут, конечно, аргумент опасный. На него дам опасный ответ. От обновы в танках онлайн Орех получает деньги, а от обнов в танках классик он получает только хейт. Выбор приоритетов очевиден. То есть Орех, когда его вот сильно хейтят, друзья, в классике, что вот нам что-то не нравится, у него падает интерес к разработке, и поэтому игра разрабатывается медленнее, он просто, я так понимаю, разработку замедляет и уходит заниматься танками онлайн. Вот такой ответ на всеми интересующий вопрос, почему так медленно. Ну и на этом все, друзья. Это все новости, которые были за эту неделю в классике. На самом деле, да, их было немного, но они были. Я так понимаю, что все баги, которые присутствуют и в этой версии, вот в этом обновлении, они тоже будут исправлены. Разработчики уже в курсе, что там какие баги новые появились, и все к вайпу будет исправлено, как только дозагрузят все оставшиеся карты. Напоминаю, что вайп планируется во второй половине августа. Это значит, что он может быть и на этой неделе, либо на следующей неделе. Поэтому мы ожидаем, как только разработчики все это доработают. По поводу вайпа, я думаю, что он будет на самой последней неделе августа, потому что на момент записи этого ролика тут 98 карт, Орех только загрузил из 198. Я думаю, еще недельку как минимум это дело займет. Вот, друзья, ставьте огромный лайк на это видео, заходите в классику, поддержите Ореха хорошим комментарием. Мы все классику ждем, что мы его не хейтим, а если хейтим, то мы указываем лишь на те моменты, которые считаем неподходящими для классики, да? Поэтому в чат зайдите в классике, он тут все читает, в чате он появляется, с игроками общается. Подписывайтесь, друзья, на канал. Также напоминаю про мой телеграм. Огромная просьба подписаться на телеграм-канал, ссылочка есть в описании. Ставьте, друзья, лучший тег создателя контента Ник 10, настройка вашего аккаунта в танках онлайн. Ну а также заглядывайте на стримы. Пятница, суббота, воскресенье, часов 9-10 по Москве. Может быть, раньше даже будет. Залетайте на этот канал, поиграем, пообщаемся, на все вопросы поотвечаем. Может быть, в эти дни как раз и какие-то будут громкие новости. В общем, на стримы заглядывайте, первыми все тоже узнаем в прямом эфире. Я всех благодарю за просмотр.